Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю торт «Книга», большой торт в красках осени. Торт я буду украшать белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Украшения я буду делать самыми простыми и доступными кондитерскими насадками. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, сначала я сделаю цветы. Для первых цветов мне понадобится насадка листик номер 70, насадка травка номер 234, все это по 10 мм на выходе, и насадка номер 5 круг 3 мм на выходе. Итак, делаю обычное основание из белого крема. Здесь можно любой насадкой делать это основание. Насадка травка здесь 234, 10 мм на выходе. Цвет у крема я окрасила бордовым и сиреневым красителем. И получился такой достаточно приглушенный бордовый цвет. Здесь из насадки номер 5 3 мм круг. Я дальше продолжаю делать основание этого фантазийного цветка. Здесь я просто каплю черного красителя, смешала с белково-заварным кремом с белым, и получился вот такой легкий серый оттенок. Из насадки номер 70 листик, я ее показывала в начале сейчас, я делаю просто вот такие лепестки у этого фантазийного осеннего цветка. Что-то напоминающее большую хризантему, либо же георгины, либо же цветы протеи. То есть тут все кто как воспринимает. Сам цвет у лепестков я окрасила янтарным цветом красителя. Краситель здесь я использую гелевый водорастворимый краситель. Он лучше всего всегда окрашивает белково-заварной крем, итальянскую меренгу. Можно здесь использовать большую насадку хризантема, но так как насадка листик есть практически у всех, я думаю, она есть в любом наборе, даже для самых начинающих кондитеров, продается везде и всегда. Сделала такой бутон. И сейчас бордовым кондурином я слегка окрашиваю сами уже эти лепестки. Этого можно не делать, но я все-таки делаю. И вот такой бутончик получается именно в осенней гамме. Опять делаю основание. Сейчас покажу, как я делаю вот такой раскрытый цветок. Назову его так: осенний цветок. Цвет самого крема, как я уже сказала, я окрасила янтарным цветом красителя, а сам кондитерский мешок я окрасила этим же красителем янтарным, только насыщенно, то есть я его не разводила в креме, а непосредственно самим красителем я окрасила мешок. Такие лепестки получаются объемные сразу этого цветка. Крем плотный, поэтому лепестки получаются вот такие немножко как надорванные, но для фантазийного цветка это все нормально. Также припыляю слегка кондурином, и сейчас делаю такие фантазийные астры. Может быть, это и астры, может быть, это какая-то просто растительность осенняя. Из этой же насадки травка 234. Очень удобно делается и очень быстро. И астры вот эти фантазийные также я припыляю бордовым кондурином. Их я делаю не крупными, потому что смотреться они уже в торте не будут. Торт у меня большой, размер с противень 32 на 42 сантиметра. Здесь насадка 352 галочка. Из нее я сейчас буду делать нечто похожее либо на суккуленты, либо на листья эвкалипта. Эвкалипта существует десятки видов, бывает и с острыми лепестками, очень разные. Цвет у меня здесь изумрудный зеленый у красителя. Я его обязательно развела с каплей черного красителя. Из насадки галочка получается
превосходный вот такой кустик. Насадка 128 роза, примерно 2,5 см на выходе. Скошенная роза, я ее, естественно, сделала более узкой плоскогубцами. Это необходимо всегда в насадках розы делать. Итак, для розы делаю основание. Здесь у меня камера плохо сфокусировалась, поэтому показываю уже 4-й цветок. До этого, как оказалось, что камера, она у меня и в начале этого цветка не сфокусировалась нормально. Делаю основание, делаю лепестки. И самое важное, что здесь я делаю, я каждый лепесток делаю вот таким острым, просто дотрагиваюсь основанием насадки до лепестка. И получается вот такой острый краешек. Делается это элементарно, просто и быстро. А цветок уже выглядит более таким натуральным и естественным. Цвет здесь у красителя я использовала красный, обычный красный краситель. Но добавила я его буквально капельку, и получился вот такой приятный теплый коралловый оттенок у самих роз. Потому что гамма у меня осенняя, теплые цвета используются именно вот в украшении этого торта. И если бы я делала розовые, холодные цвета у роз, это смотрелось бы не так хорошо. Здесь показываю крупную розу, как делаю. И вот так показываю, как делаю бутон. Накручиваю просто основание. Насадку обязательно нужно делать более узкой плоскогубцами. Иначе не получится цветы того качества, которые нам нужны. Обрамляю буквально 2 лепестками, и бутончик готов. Теперь насадка номер 80 хризантема. Из нее я буду делать бутончики именно хризантем. Крупные хризантемы здесь использовать я не буду. Цвет у меня здесь майской зелени. Я едва на кончике шпажки деревянной дотронулась до белков заварного крема и таким образом окрасила, чтобы они не были кипельно-белыми у меня, а вот такими слегка зеленоватыми. Делаю вот таким образом бутоны хризантемы. Делаются они элементарно, просто и быстро. Сам торт я уже покрыла белково-заварным кремом. Цвет у меня здесь янтарный у красителя. Я развела каплю красителя в холодной кипяченой воде. И сейчас из аэрографа я покрыла слегка всю эту книгу. То есть ненасыщенный он должен быть для того, чтобы сделать вот такую золотую книгу. И теперь вот такой кисточкой силиконовой я делаю страницы, обозначаю. Обязательно постоянно нужно смачивать кисточку в красителе, чтобы получились страницы, иначе белковый крем будет рваться. Убираю все излишки, влаги. Здесь у меня кондуриновый золотой спрей на спиртовой основе. Покрываю спреем только страницы. На расстоянии минимум 50 см от торта я распыляю спрей. И благодаря тому, что я покрываю только страницы, часть спрея так или иначе попадает на сам торт сверху и ровно распределяется по торту. Для бордюров мне понадобятся насадки номер 15, номер 16 и насадка большая 1М. Из насадки номер 15 6 мм открытая звездочка буду делать окантовку у книги. Сам крем здесь у меня опять же янтарный. Вы можете просто в желтый цвет красителя добавить каплю коричневого, у вас будет янтарный цвет. И сам мешок я здесь окрасила красным гелевым пищевым водорастворимым красителем. Все красители здесь у меня гелевые, пищевые водорастворимые красители. Для закладки я взяла насадку большую номер 1М. Делаю вот такие, видите, я специально здесь показываю, замедляю движение, чтобы вам показать, в красках осени получается такая очень красивая закладка у книги. Торт 32 на 42 сантиметра, поэтому крема здесь, конечно, нужно много. В
В качестве начинки у меня здесь в одной половине был медовик, а в другой бисквит классический с малиной. Надпись у меня сделана на сахарной бумаге, не на вафельной, а именно на сахарной. Пленку с сахарной бумаги я уже удалила. Теперь аккуратно из центра по бокам я разгоняю картинки воздух. И здесь насадка номер 16, 4 мм открытая звездочка. Цвет здесь янтарный, опять же у меня вот так он называется у красителя. Я делаю окантовку и начинаю выставлять цветы на торт. Начинаю с самого крупного цветка. Делаю основание для цветов, так как книга огромная. Не всегда рекомендую делать основание для цветов на книге, но здесь сделаю, потому что огромная цветочная композиция у меня будет. Торт на большое очень количество порций. Вес торта составил около 8 кг. Здесь уже в украшенном виде. Выставляю вот в таком порядке. Просто вам для примера, как это делаю. Рецепт крема белково-заварного, конечно же, есть на моем канале и в планетарном миксере, как я его делаю, и ручным миксером, и даже без весов и без термометра есть у меня такой рецепт. Все оставлю вам в описании к данному видео. Белково-заварного крема на этот торт я варила из расчета порции на 350 грамм белка. Первую порцию я сварила для цветов на 200 грамм белка. И 150 грамм белка вторую порцию я варила уже для обтяжки торта и для бордюров. Как я уже сказала, торт очень большой. Все это я вам напишу в описании к данному видео. Очень аккуратно, постоянно всматриваясь в эту композицию, я расставляю приготовленные заранее цветы. Вот в таких больших композициях я люблю, конечно, делать быстро, украшать эти торты, бывает на скорую руку украшаю, но когда вот такие огромные композиции, цветы нужно изготовить заранее. Я всегда об этом говорю, потому что здесь можно просто ошибиться и выставить эту цветочную композицию не так, как бы хотелось, если делать непосредственно уже цветы, ставя их сразу на торт. То есть нужно подумать. Всегда, когда есть такая композиция, нужно подумать. Из остатков крема я делаю вот такие розовые бутоны с обеих сторон книги. Из остатков вот такого желто-красного крема из насадки 1М я делаю такие импровизированные физалисы, то есть цветы физалиса, и они очень красиво дополняют также эту композицию, потому что физалис у нас всегда ассоциируется, конечно же, с осенью. Очень хорошо он делается именно из насадки 1М, этот физалис. Сразу хочу напомнить тем, кто никогда еще не работал с аэрографом, именно на белковом креме, любая погрешность здесь, если вы дотронетесь до торта, она будет видна. И вам потом нужно будет ее чем-то закрывать. Из насадки 70 листик, я уже показывала ее в начале видео, я делаю просто листья. Листьями не увлекаюсь. Цвет у листьев здесь у меня фисташково-зеленый. Здесь я из мастики заранее сделала вот такие ягодки. Очень просто они делаются. Просто шарики, внутри углубления у них, красный цвет у них. Просушила их заранее. И ставлю их в те места, в которые считаю нужным. Бабочки у меня здесь из вафельной бумаги. Они ни в коем случае не размокают на белково-заварном креме. Есть отдельное большое видео именно торта с бабочками у меня на белковом креме. Ссылочку я вам оставлю в описании. Покрыла также слегка посыпочкой здесь сахарной. И в принципе мой торт уже готов. Сборка таких больших тортов я вам тоже оставлю в описании к видео. Есть у меня подробные видео, как я и подложку делаю для такого торта, как я собираю такой большой торт. Ссылочку я оставлю. Вот так выглядит книга со всех сторон. Показываю вам. Торт огромный. С таким тортом работать с одной стороны легко, а с другой стороны нужно постоянно помнить о его масштабах. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.